Всем привет! Сегодня мы с котом приготовили для вас мастер-класс по вязанию таких модных шапочек в интересной технике свинг. Для создания узоров в этой технике применяются укороченные ряды. На первый взгляд может показаться такое вязание очень сложным, но на деле оказывается все гораздо проще. И вязание очень увлекательное, но все же потребуется некая доля внимательности и нельзя отвлекаться. Таких шапок я связала уже не одну. Я вязала и себе, вот эту черненькую активно ношу, и в подарок вязала, и еще на заказ. Вяжутся такие шапки поперек платочной вязкой. Здесь у меня такой красивый край получается, он смотрится как фабричный. И сами узоры, листики, получаются за счет провязывания укороченных рядов и смены цветов нити. Набирается вначале набросовую нить, и в конце вязания она сшивается задом. Здесь получается, что не видно вообще, шва сзади нету. И макушка здесь очень симпатичная. Шапочка эта немного удлиненная, то есть модель бини. Для вязания шапки потребуется два цвета пряжи. Желательно подобрать одинаковой толщины. Мне нравится, как смотрится сочетание, когда одна нить однотонная, а вторая металлизированная. Получается очень стильно. Вот эту шапку я вязала из Виты Сапфир, 2 нити. А черную я вязала из пряжи Lana Gold 800 в 3 нити. И получилось тоже очень хорошо. Я не знаю, кто автор этой модели шапки. Я увидела схему, которая гуляет по сети, и на ней были иероглифы. Так что, скорее всего, автор это китайская мастерица. Но эту схему я немного переделала, убрала ненужные фрагменты и нарисовала эту схему по-своему, чтобы было проще ей пользоваться. Сейчас пройдемся по теоретической части, расскажу, как пользоваться моей схемой. Не зря же я ее чертила 3 часа. Вот смотрите, начинается вязание снизу. Видите, вот 52 петли. Мы набираем 52 петли. Справа идет нумерация. Здесь пронумерованы лицевые ряды. Что мы видим на схеме? На схеме у нас расположены 2 вида листиков. Первый листик, тип 1, он более маленький. И у нас идет 2 листика типа 2. Они у нас побольше. Вот здесь на схеме, видите, это у меня раппорт узора. Он состоит из 26 рядов. Всего таких раппортов в шапке должно быть 6 штук. Вот справа я написала, из чего состоят листики. Барашек, это у меня, я называю 2 ряда платочной вязки. Вот этот крестик, у нас их в раппорте 2 штучки. Это мы скрещиваем нити с изнаночной стороны, чтобы у нас не было протяжек, изнаночная сторона была красивая. И вот это обозначение, это смена нити. То есть черным это у меня основной цвет нити. Вот мы доходим до вот этого значка, значит мы меняем цвет нити на другой цвет. У меня на схеме здесь синим я нарисовала. Вяжем листик другого цвета и возвращаемся назад, снова меняем цвет нити. Вот смотрите, здесь все очень просто, как вязать. Вот мы набрали 52 петли, вяжем первый ряд. 52 петли мы дошли до края. Здесь у нас нет укороченного ряда, это у нас край шапки, где макушка. В этой стороне мы сделали красивый край, развернулись,
И вяжем все лицевыми петлями. Ну, так как это платочная вязка, мы все вяжем лицевыми петлями. И дошли мы до края начала. Здесь мы делаем красивый край. Вяжем третий ряд. Видите, у нас 16 здесь написано. Значит, мы вяжем 16 петель. Здесь у нас укороченный ряд. Мы разворачиваем вязание и вяжем опять до края. Делаем красивый край. Вяжем пятый ряд, тоже коротенький у нас. 14 петель мы вяжем. Здесь мы разворачиваем вязание и вяжем до начала. Первый раппорт мы вот этот скрещивание нити не делаем. Начинаем делать со второго раппорта. Ну, я буду вязать, я вам все подробно расскажу. Это попетельный мастер-класс. Это просто теоретическую часть рассказываю, чтобы вы пользовались моей схемой. 7 ряд я вяжу. Видите, вот он идет у нас до конца. Укороченных рядов здесь нет, и назад я возвращаюсь. 9 ряд мы вяжем здесь листик первого типа. Изначально основным цветом мы вяжем вот 9 петель. Доходим до смены нити, меняем цвет нити. И контрастным цветом мы уже вяжем вот 19 петель. Довязываем до этого места, разворачиваем вязание, здесь укороченный ряд. Вяжем листик на 16 петель. Провязали листик, меняем цвет нити, вяжем сюда, до этого края. 11 ряд, вот мы вяжем минус 3. Это значит, мы здесь 3 петли не довязываем, и укороченный ряд у нас идет. Ну, либо же считайте, то есть всего у нас 52 петли, минус 3, 49. Либо считаете 49 петель, разворачивать. Ну, мне просто легче 3 петли не довязать. Зачем считать 49? Вот. И так вы вяжете укороченными рядами. Здесь очень быстро все вяжется. И просто. Вы начнете вязать, все поймете. Как вяжутся листики? Вот первый тип листика у нас на 16 петель в ширину. И высота листика, вот сноска, 6 барашков. 3 идет на сужение и 3 на расширение идет. Вот, смотрите, маленький листик у меня на шапке. Первый барашек, вот, он более длинный. Второй барашек короче, третий барашек еще короче. Мы провязали пол листика на сужение. Довязали до центра листика. И 3 барашка у нас идет на расширение. Один у нас маленький барашек, потом у нас еще длиннее барашек, и третий у нас самый длинный. Таким образом у нас получается здесь 6 барашков, 3 на сужение и 3 на расширение. Вот эти 2 листика у нас идут из 8 состоящих. То же самое, первый листик у нас самый длинный, второй короче, третий короче, четвертый еще короче на сужение, и на расширение тоже идут 4 барашка. То есть всего, если посчитать, у нас получается 8 барашков. Вот так провязываются листики. Но это я показываю теорию, как это все делается, чтобы проще вам было ориентироваться. На практике я вам все подробно объясню. Вязать шапку мы с котом будем на спицах номер 4,5. Еще для набора петель в самом начале нужно будет иметь крючок, тоже 4,5. И пряжу вот для основного цвета я буду использовать Vita Sapphire. Это немецкая полушерсть. Но мне она нравится, она очень мягкая. И после ВТО она как струящаяся. И очень красиво драпируется шапочка на макушке. Я с нее вязала, мне понравилось. Здесь 45% шерсти ластера. То есть это такая, как она, как шелковистая очень. 50% акрила. В 100 граммах 250 метров. Цвет 1501. Мы будем вязать 2 нитки. Листик я вяжу из пряжи Казал Рок-н-Ролл. Здесь в 50 граммах 115 метров. Ну, это такая металлизированная пряжа. Здесь натурального всего 9%. Вот мериносовая шерсть. Остальное все синтетика. Я изначально думала такое сделать сочетание цветов, но, наверное, сильно будет чересчур веселенькая. Поэтому я еще вот такой взяла моток. На шапку нужен один моток основной пряжи и один моточек для листика. Здесь 100 грамм, ну а здесь 50 грамм.
Вот, мы с котом вчера провязали чуть-чуть, попробовали, как будет смотреться. Ну, наверное, будем синее вязать, да, шеф? Эту пряжу я советую сразу примотать 2 нити, потому что она очень скользкая. Вначале она очень нормально, а потом, когда моток уменьшается, она очень путается. Поэтому перемотайте лучше сразу в 2 нити. Для начала вязания мы должны набрать по схеме, смотрите, видите, у нас 52 петли мы должны набрать. И плюс 2 кромочные, то есть всего 54 петли. Вот смотрите, как я буду делать. Я взяла нить, ну, любую нить, это бросовая нить будет. То есть здесь не важно, какого цвета она. Мы ее потом будем убирать в конце. Вот, а я сделала одну петлю. И ее нанизала сразу на крючок. Затем мы берем спицу. И нить проводим сзади. Вот таким образом. Подхватываю эту нить и продеваю я в петлю, которую мы сделали. Снова вот так, видите, вокруг спицы. Обвожу. Вторую петлю набрали. Вокруг спицы обвожу. Третью петлю. Четвертая. Пятая. Шестая. И вот таким методом мы должны набрать 54 петли. С помощью такого метода очень просто в конце снять эту нить. Мы ее будем убирать, и после этого мы будем в конце шапки сшивать трикотажным швом. Вот я набрала 54 петли. Нить я эту обрезала. И последние края я фиксирую, последнюю петлю. Вот 54 петли мы набрали. Теперь мы берем основную нить. Вот я перемотала уже 2 нити в клубочек. Уже начинаем вязать по нашей схеме. Вот видите, если посмотреть на схему, у нас идет первый ряд, мы его вяжем до конца, включая первую петлю. Все петли мы до конца вяжем лицевыми петлями. Ну, эта шапка у нас вообще вся идет лицевыми петлями. Это платочная вязка. Вяжем первый ряд до конца. И в конце я вам покажу, как мы будем провязывать кромочные петли. Они у нас будут по особому методу, не как обычно. Чтобы край потом у нас был красивый. Ну вот, смотрите, я чуть-чуть провязала, видите, кромочный будет таким образом. Вот, смотрите, я довязываю до конца ряда. У меня остается 2 петли. Последнюю петлю я провязываю тоже лицевой. Вот, провязали мы все петли лицевыми. Затем я разворачиваю вязание. Первую петлю я буду снимать, но смотрите, вот эта нить у меня идет вот так вот назад. Первую петлю я вставляю по направлению от себя. То есть не вот так я сбрасываю с этой стороны, а вот так вот. И вот эту нить я подтягиваю очень хорошо. Вот. И первую у меня уже пойдет она лицевая. Ну, здесь не сильно понятно, потому что наборный ряд у нас был. Все, вяжу я петли теперь опять лицевыми назад до конца. Второй ряд. Довязываю второй ряд до края, до конца. Вот последняя лицевая. Кромочную мы провязываем лицевой. Здесь мы подтягиваем, разворачиваем. Нить назад. Вставляем спицу
от себя вот так вот. Петлю эту сбрасываем. И вот эту мы подтягиваем нить очень хорошо, затягиваем. Все, вяжем. Следующий ряд. Видите, вот у нас получился такой карай красивый. Все, смотрим нашу схему. У нас по схеме идет 16 петель. Как мы считаем? Кромочную петлю мы ее не берем в учет. Вот считаю, первая петля, провязали. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Провязала 14, 15, 16 петель. Теперь мы вяжем укороченными рядами, мы разворачиваем. То есть до конца мы не вяжем, разворачиваем. И сейчас мы будем делать укороченную петлю. Вот смотрите, как я делаю. Вот я развернула. Я ее беру, первую петлю перенабрасываю на правую спицу. Затем я нить завожу назад. И ее подтягиваю. У нас должно образоваться вот так 2 петельки. Ну, это одна петля, но она раздвоенная. Это будет у нас петля поворота таким образом. Еще раз показываю. Первый раз. Кто не знает такой метод укороченных петель. Вот я развернула. Петлю эту набрасываю на правую спицу. Нить завожу назад, пока у нас не образуются 2 дужки. Все. Это мы сделали петлю разворота. Дальше я вяжу до конца, ну то есть до нашего места, где у нас лицо будет. С одного края у нас будет макушка, а с другого края лицо. Доходим до края. Все петли провязываем лицевыми вот до конца. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, нить сзади. Смотрим на схему. Этот ряд у нас состоит из 14 петелек. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Здесь мы разворачиваем наше вязание. Делаем снова укороченный ряд. Первую петлю переснимаем на правую спицу. Нить заводим назад. Тянем, пока у нас не образуются 2 дужки. Вяжем снова лицевыми до края. Все наши 14 петель. Здесь, если честно, в этой шапке ничего сложного нет. Если вы уже провязали вместе со мной эту часть, то у вас все получится. Все. Провязали. Смотрим схему нашу. У нас этот ряд состоит из целого ряда без укороченных петель. Значит, мы вяжем его просто лицевыми до конца. Но сейчас я покажу, как провязывать вот эти наши укороченные петли. Здесь я ничего не считаю, вот просто вот видите, идет у нас такая петля вот эта сдвоенная. Я вот слева просто подхватываю. Вот видите, у нас образуется как такой крестик. Я весь этот крестик провязываю лицевой. Вот. Ну,
Может показаться, что это как две вместе. Вот я провязала опять снова одну петлю, и вот второй наш идет укороченный ряд. Снова беру этот крестик, просто провязываю лицевой. Вот. Этот метод укороченных рядов я больше всего люблю. Мне кажется, он очень простой. Не надо ничего обвивать, никакие не провязывать накиды. Все очень просто. Все, вяжу я до конца этого ряда. Здесь я разворачиваюсь в конце и иду до начала. Провязываем эту часть сами. Вот, видите, уже красиво получается все. Уже узор вырисовывается. Провязали. Вяжем следующий ряд. В этом ряду мы будем уже формировать наш первый листик, который будет меньше на 16 петель. Вот, смотрим схему. Первую кромочную снимаем. По схеме у нас идет 9 петель. Мы вяжем основной нитью. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель провязали. Вводим наш цвет листиков. Вот я синий беру. Смотрим снова на схему. У нас идет 19 петель, мы должны провязать этим цветом. Все, вяжем. Теперь синей нитью. 19 петель. Раз, два, три, 4. Провязала я 19 петель синего цвета. Здесь смотрите, если на схеме цифр нет, то значит не нужно ничего считать. Если идут цифры, значит мы считаем. Вот мы довязали до конца укороченный ряд. Смотрю я схему, у меня здесь идет 16 петель. Первую петлю я делаю укороченной. Вот я накидываю, у меня получается... Здесь не смотрите, может быть белый, может синий, не обращайте внимания. Эту петлю я в учет не беру. Она у меня как кромочная получается. Я считаю, вот у меня первая идет петля. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Отсчитываю 16. Все, 16 отсчитала. Разворачиваемся. Делаем раздвоенную петлю первую. Всегда мы делаем раздвоенную. Когда развернули, всегда мы делаем вот такую петельку. Все, теперь я уже ничего не считаю. Вяжу я и смотрю на петли. Вот смотрите, как я делаю. Сейчас вас научу, как вязать листики. Очень просто, без подсчета, без ничего. Все гораздо проще в этой шапке. Вот, смотрите, я довязала. Вот у меня идет петля еще, я вяжу лицевую. Вот видите, вот у нас идет вот эта скрещенная петля. А мы не довязываем одну петлю. Вот, мы ее оставляем. Видите, одна у нас скрещенная идет, крестик, и одну петлю мы оставляем. Значит, в этом моменте я разворачиваюсь. И первую петлю я делаю раздвоенной. Вяжу назад. Ничего мы не считаем тут, вяжем. И смотрим на петли. Ищем нашу раздвоенную петлю, где мы тут ее делали. И будем тоже не довязывать одну петлю. Вот, смотрите, вот это, видите, крестик идет, вот он наш. А одну мы оставляем на левой спице. Значит, пришел момент развернуться. Разворачиваемся. Петлю раздвоенную делаем. Вяжем.
Вот, последнюю провязываем. Видите, вот крестик и одну оставляем. Разворачиваемся. Делаем раздвоенную. Вот крестик, одну вставляем, разворачиваем. И смотрите, у нас этот листик состоит из 6 барашков. То есть вот они барашки, видите, первый барашек, второй, третий. Вот, ну, здесь не сильно понятно, вот смотрите, барашки у меня. Вот сколько тут барашков? 1, 2, 3, 4. То есть барашек у меня называется 2 ряда платочной вязки, туда и назад. Этот листик у нас состоит из 6 барашков. Вот видите, один барашек, второй барашек, третий барашек. Мы провязали 3 барашка. Это значит, что мы дошли до середины и будем сейчас идти в обратном направлении. Всегда мы делаем вот эту раздвоенную петлю. Идем налево. Вот видите, идет наш крестик, вот он, вот этот. Вот эта петля просто свободная. Если бы я делала сейчас листик на большой, более большой, то я бы еще провязала 2 ряда на сокращение листика. Но так как у нас уже тут есть 3 барашка, то я иду в другую сторону. Вот видите, эту петлю я провязываю. Затем крестик я тоже провязываю лицевой петлей. И провязываю я вот эту изнаночную. Вот, провязали мы. И здесь я разворачиваю нас. То есть теперь мы идем на увеличение уже. Делаем мы скрещенную петлю. Здесь то же самое, мы идем на увеличение. Мы должны провязать первый крестик и плюс изнаночную петлю. Здесь мы уже идем в обратном порядке. Вот этот крестик мы провязываем лицевой петлей. И плюс, вот она, изнаночная. Провязываем ее лицевой и разворачиваем. То есть тут мы идем уже на увеличение. Первая петля, мы ее перекрещиваем. Вяжем этот ряд и смотрим, ищем петлю первую после крестика. Это у нас еще изнаночная идет. Вот крестик, мы его провязываем лицевой. Второй крестик, видите, мы его тоже провязываем. Мы все провязываем до первой изнаночной. Вот у нас идет первая изнаночная. Значит, мы ее провязываем лицевой, и в этом моменте мы разворачиваемся. Я ее делаю, как обычно, перевернутой. Вяжу снова до первой изнаночной после крестика. И там я уже разворачиваюсь. То есть мы делаем 2, провязываем крестика, а потом у нас идет изнаночная. Вот это идет просто изнаночная. Вот крестик первый, мы его провязываем лицевой. Второй крестик мы его провязываем лицевой. А вот просто изнаночная. Вот, значит, мы разворачиваемся. Набрасываем петлю, перекрещиваем. Идем назад. Сейчас тут у меня слетело.
Вяжем, вяжем, вяжем лицевые. Крестик провязали лицевой. Вот второй крестик. Видите, он уже как у нас с белой нитью идет. Провязали лицевой. И провязываем следующую петлю без крестика лицевой. Разворачиваемся. Эту петлю мы скрещиваем. Вот. Скрестили. И вяжем мы уже до конца. Все эти петли. Вот видите, первый крестик идет. Второй крестик идет. Провязали. И вот идут у нас 2 петли. Мы всегда, когда вяжем листики, останавливаемся на той петле, где мы начинали. Вот нить мы эти подтягиваем. Вот здесь я перекрещиваю обязательно, видите? То есть белая нить у меня пойдет кверху. Вот я их прикрестила, вот эти петли, нити. Подтягиваем, тут хорошо все затягиваем. Все, белое вяжем мы до конца. Все. Таким образом мы провязали наш первый листик. Здесь, если проверить, у нас должно быть 6 барашков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, 6. Вот мы вывязали первый листик. И теперь будем мы начинать вязать второй фрагмент. По схеме мы вяжем 11 ряд. Первую кромочную переснимаем, подтягиваем нить. Смотрим 11 ряд по схеме. Он у нас вяжется до конца, но не довязывается 3 петли. И вот мы вяжем этот ряд. Все петли вяжем лицевыми. Вяжем, и при этом, вот видите, крестик, мы его провязываем лицевой петлей. В этом ряду у нас 1 крестик. Провязываем до конца. Вот мы довязали до конца. Здесь у нас остаются кромочные и 3 петли. Значит, мы разворачиваемся. Разворачиваемся. Здесь делаем раздвоенную петлю. Мы это всегда делали. И вяжем до конца ряда. Следующий ряд 13. Мы будем вязать просто 2 ряда туда-назад. Видите, по схеме он у нас целый. И встретимся мы тогда уже в 15 ряду и будем провязывать второй листик. Провязала я 13 ряд до конца. Здесь я сделала кромочную петлю, вернулась назад. Сейчас буду вязать 15 ряд. Будем вязать наш листик. Смотрим на схему. И видим, что там у нас 6 петель мы должны провязать. Кромочную мы не считаем. Снимаем кромочную. Провязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Нити назад заводим. Берем синюю нить, с которой мы вязали первый листик. Здесь вот нужно натяжение сзади сделать, чтобы не стягивало потом. И вяжем мы 31 петлю синего цвета.
Провязали мы 31 петлю. Разворачиваем вязание. Этот листик у нас идет на 18 петель. Первую мы делаем раздвоенную петлю. Ее мы не считаем. И отсчитываем 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 17, 18. 18 провязали. Разворачиваем вязание. Все, и здесь мы вяжем точно так же, как мы вязали первый листик. Ничего мы не считаем и довязываем до крестика, не довязывая одну петлю. Вот, смотрите, вот этот крестик наш, да, с белой ниточкой. Одну петлю мы не довязываем, оставляем ее на левой спице, а мы разворачиваем вязание. Первую петлю скрещиваем. То же самое мы вяжем до того края. То же самое, не довязывая одну петлю. И так мы будем разворачиваться, пока мы на лицевой стороне не увидим 4 барашков. Вот, видите, крестик дошли мы и одну оставляем. Разворачиваем вязание. Первую петлю не забываем скрещивать. Вот крестик, одна остается. Разворачиваем. Крестик и одна петля. Разворачиваем. Вот на лицевой стороне проверяем барашков. 1, 2, 3. А нам нужно 4. Значит, мы вяжем еще туда-сюда 2 ряда. На сокращение последнее. Вот крестик, одну оставляем, разворачиваем. Крестик, одна изнаночная, разворачиваем. Смотрим. 4 барашка. Значит, этот ряд мы уже вяжем на увеличение. Первую петлю скрещиваем. Довязываем то же самое, как мы делали в первом листике. Мы провязываем первый крестик лицевой и одну вот эту первую изнаночную. Дошли до первой изнаночной, значит, мы разворачиваем вязание. Вяжем следующий ряд на увеличение. Если мы идем на увеличение, значит, мы ищем первую изнаночную петлю после крестика. Вот наш первый крестик. А вот наша первая изнаночная петля. Значит, мы ее провязываем и разворачиваем вязание. Ее мы скрещиваем. И доходим до первой изнаночной после крестиков. Вот первый крестик наш. Провязали лицевой.
второй крестик, провязали лицевой, и первая изнаночная петля. Мы ее провязываем и разворачиваем вязание. Эту петлю мы делаем из нее раздвоенную, как обычно. И вяжем так на увеличение, пока у нас по лицевой части не будет 8 барашков. Вот, первая изнаночная после 2 крестиков. Ее мы скрещиваем. И идут наши крестики. Первый провязываем, второй провязываем крестик и 1 изнаночная. И разворачиваем вязание. И скоро мы уже подойдем к концу этого листика. У нас как раз получается край. Если мы дошли до края, значит уже скоро конец. Первый крестик, второй крестик. Изнаночная, еще не конец. Сколько у нас тут барашков получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, вот сейчас он будет уже 8, последний. Это мы вяжем второй тип листика. И точно такой же у нас будет еще вверху 3-й листик. Ну, я его уже не буду показывать, потому что это петля в петлю, как и вот этот листик. Можно будет перемотать, посмотреть. Если вы не успеваете, можно делать ниже скорость в YouTube, в самом плеере. Смотреть помедленнее. Можно перематывать. Вот мы 2 крестика провязали. И 1 петлю мы провязываем. Она у нас уже беленькая пошла. Разворачиваем. Перекрещиваем. И вяжем мы до самого конца синей нити. Окончательно мы листик этот провязываем. Ну и все крестики мы же провязываем просто лицевой. То есть этот листик у нас более длинная, у него ножка получается. Первая листика короткая, вот этого длиннее, а 3-й листик будет у нас вообще до самого края длинный такой. Вот мы довязали до края. Берем нашу беленькую ниточку
Здесь мы их скрещиваем. И вяжем лицевыми петлями. Тут, смотрите, хорошо подтяните, чтобы не было потом отверстий. Вяжем до края. Вяжем 17 ряд. 17 ряд, он у нас цельно провязанный до конца. Значит, мы вяжем 17 ряд до конца сами. Вяжем 19 ряд, смотрим по схеме, он у нас, видите, маленький, состоит всего из 14 петель. Значит, провязываем 14. Ну, это тот же фрагмент, как мы делали вот здесь, только мы тут делали 16, а потом 14, а здесь наоборот, 14, а потом 16. Вот мы сделали 14, разворачиваем вязание. Возвращаемся назад, и потом я вам покажу, как мы будем прикрещивать нити в следующем ряду, там где 16 будем делать. Вот, 21 ряд мы вяжем. И в этом ряду у нас, видите, по схеме скрещивание нити происходит. Для чего это делать? Вот смотрите, когда мы вяжем, да, на изнаночной стороне у нас между листиками образуются вот такие вот перетяжки. Так как вот тут у нас 2 барашка между этими листиками, то здесь не страшно. Это протяжка короткая. А вот здесь, например, у нас и вот здесь будет по 4 барашка, видите? И поэтому нить будет, если ее не фиксировать, она будет протяжка вот эта длинная очень и некрасиво смотреться, будет цепляться. То есть надо их скрестить по изнаночной стороне. Вот сейчас мы это будем делать. Вот здесь на схеме мы должны провязать 4 петли в начале. 4 провязали. Затем я беру, вот у меня идет белая нить и синяя. Я их вот так вот просто, вот так вот перекрещиваю, видите, сзади. Нитить. Здесь я хорошо подтягиваю, вот провязываю первую петлю, чтобы не было тут у нас, видите, вот там вот мы как бы вот эту нить захватили. И этот ряд мы вяжем уже 16 у нас должно быть. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Крестик провязываем лицевой. 13, 14, 15, 16. Ряд у нас закончился на 16. Разворачиваем вязание. Вяжем до конца. У нас получается в этом раппорте, видите, если по схеме посмотреть, получается у нас нужно сделать 2 вот этих вот по задней стороне скрещивания нити. Между 3-м листиком и 1-м. Ну, мы тут не делали, потому что у нас тут еще не было нити, видите. А теперь мы будем делать в 2 раза. Между 3-м и 1-м и между 2-м и 3-м. Вяжем 23 ряд. Смотрим по схеме. 23 ряд у нас идет до конца, но не довязываем 3 петли. Ну, этот ряд мы уже вязали такой раньше, целый до -3. Вяжем его туда-назад до конца. И в следующем 25-м
Будем делать третий листик. Вот я провязала. Получилось у нас, видите, тут 4 барашка. Между этими листиками 2, тут у нас 4 получается. Вяжем мы 25 ряд, начало третьего листика. Смотрим схему. Здесь у нас идет 4 петли. Провязываем 4. Берем синюю ниточку. И вот этот лист у нас будет самый длинный. Состоит аж из 41 петли. Провязываем 41 петлю. Провязала 41 петлю. Видите, у нас этот лист будет доходить прям до макушки. Разворачиваем, вяжем мы. Этот лист у нас на 18. Этот листик у нас такой же, как и мы вязали второй лист. Поэтому я уже не буду показывать попетельно, как я его вяжу. Можете перемотать, посмотреть. Это то же самое, как мы вязали второй лист. Вяжем уже третий листик сами. Ну и потом покажу вам, как у меня раппорт будет выглядеть. И вот таким образом мы провязали первый наш раппорт узора, состоящий из 26 рядов. Вот видите, какая красивая край у нас получается. Такой прям фабричный. Вот так вот выглядит первый раппорт. Всего таких раппортов нам нужно связать 6 штук. То есть один мы связали уже, еще нужно 5 будет. И потом мы с вами встретимся, снимем вот эту бросовую нить и будем сшивать трикотажным швом. То есть следующий ряд мы вяжем первый снова по схеме, как мы вязали здесь, да? То есть первый у нас идет до конца самого, потом 2 маленьких, видите, то есть по схеме все вяжем, еще таких 5 раппортов. Вот смотрите, я провязала уже 6 раппортов. Вот что у меня получается. Это лицевая сторона. И вот так вот получается с изнаночной стороны. Такие штучки. Вот. Здесь, смотрите, вы примеряете, может показаться, что узковато получается. Но по своему опыту могу сказать, что вширь этот узор очень хорошо идет после ВТО, во-первых. А после носки еще будет шире, поэтому не бойтесь, она вшире растянется чуть-чуть. Так что теперь мы сейчас будем убирать вот эту нашу бросовую нить начальную. Вот смотрите, я вязала последний ряд, да, и вот я нить оставила на начале ряда. Но так как у нас платочная вязка, вот смотрите, если мы ее так растянем, видите, у нас идет рубчик, наш барашек как бы. А между барашками идет по 2, вот видите, один лицевой ряд и как бы и второй. Потом вот этот рубчик. По 2 вот этих идет лицевых. Здесь мы сформировали уже один. Если мы сейчас нить эту уберем контрастную, у нас тут уже есть один лицевой ряд. Если мы сейчас будем сшивать трикотажным швом, то у нас между вот этими барашками получится по 3 ряда вот этих лицевых. Получится не очень красиво. Поэтому мы сейчас должны поднять петли, которые находятся до вот этого рубчика. Ну, я переверну, чтобы у меня нить была сверху. То есть вот эта часть, это макушка шапки у меня получилась. Вот я беру спицу, потоньше возьмите, чтобы было удобнее. Первую подхватываем кромочно. Потом вот эти все мы петли поднимаем. Вот так раздвигаем. И верхние дужки мы поднимаем на спицу. Вот. Таким образом.
до вот этого бортика. Видите, бортик мы будем сейчас убирать. Он у нас лишний. Проходим так до конца ряда, поднимаем все петли. Дошла до конца ряда, и вот то же самое, последнюю я кромочную вставила, последнюю. Вот таким образом мы подняли петли. Теперь нам будет не страшно распускать эту нить. Раскрываем узелок наш, развязываем. Вот, смотрите. Тянем мы за ниточку. И она у нас не распутывается, потому что не нужно было брать. Лучше хлопок я взяла, ну ладно. И вот я тяну за ниточку. С изнаночной стороны лучше тянуть. И вот она у нас. Все это распускается, дело наше. Вот убрала я бросовую нить. И теперь мы должны распустить первый ряд. Ну, тут у меня он уже начал распускаться. Вот этот ряд последний, он нам не нужен. Я его распускаю. Вот тут у нас до кромочной дошло. И с этого края вообще получается лишнее. И теперь мы сейчас будем сшивать вот этой ниткой. То есть, где мы вязали, этой нитью мы будем сшивать. Я уже сшила шапочку. Для вас я записала отдельное видео, мастер-класс по этому трикотажному шву, потому что это тоже не так просто, много времени занимает объяснить весь этот процесс. Вот, так что здесь я оставлю ссылку, и внизу под описанием видео можете перейти и посмотреть, как я это все закрыла. Вот смотрите, закрываю я трикотажным швом. Сделала отрывочек специально для вас по шапке. Вот я вяжу то же самое. Видите, я вставляю от себя, а здесь у меня идет крестик. Я в крестик то же самое, как мы его провязывали. Я его вставляю по направлению иглу к себе. Видите, то же самое. Вверх. От себя к себе. И вот крестик наш. Еще раз я его вставляю. Только смотрите, чтобы внимательно по всему крестику прошла игла. Сквозь него. Вот, от себя я вставила. Я его сбрасываю и к себе. И все, то же самое до конца проходим. И теперь я должна стянуть макушку. Смотрите, как я буду делать. Вот, да, у меня нитка осталась от шва, которая. Здесь у нас, видите, когда мы делали вот такие вот дужки сверху. Я сейчас в эти все дужки иголочкой пройдусь и их поподхватываю. Вот эти дужки. И потом я это все стяну. Так. Затягиваем. И прохожу я до конца. Последний. Все, теперь я нитку, там у меня конец какой-то, вместе с иголкой все назад, наизнанку просовываю. И здесь потом я это все, ну, я вот эти два конца как раз вяжу. Здесь я сейчас подтяну, покажу вам, как получается макушка. И потом я тут уже нити эти связываю окончательно.
Ну и здесь я подхвачу как-нибудь сзади с изнанки, красиво закрою уже окончательно. Что шапочка у нас такая получится красивая. Я ее постираю и обязательно сушите на горизонтальной поверхности. Вот эти все листики распрямите, потому что если, например, пряжи разные по составу, они могут либо выпуклые быть, либо вдавленные, и тогда будет вообще как фирменная смотреться, очень красиво. Все, буду рада, если кому помогу таким мастер-классом. Вяжите с удовольствием, легких вам петелек. Кот передает вам привет и всем пока!